Я очень доволен тем, что удалось выбраться на станцию Заносная, да еще и так удачно поснимать поезда. Сюда же даже на машине ехать 5 часов, а я приехал на поезде. За окном уже вполне летняя температура, но печку с утра так и не выключили. Поэтому буду отсыпаться на деревянной лавке среди горячего сухого дачного воздуха. Впереди еще 4 часа езды на H2. H2 производились в Чехословакии в второй половине 80-х годов для нужд железных дорог СССР и эксплуатировались в основном на линиях с низким пассажиропотоком. Отсюда и прекрасное состояние, даже спустя 30 с лишним лет, безо всяких капитальных ремонтов и перекрашиваний в красно-серый цвет. В пассажирском движении их осталось уже очень мало, и в основном эти шедевры чешского дизайна работают как персональные разъездные вагоны руководящего состава. Поэтому прокатиться на таком – это большая удача. На станции Ельня есть 20 минут, чтобы сбегать километр в город за пирожками. Мне, конечно, еще очень повезло, что все встретившиеся сегодня поезда были именно редкие H2, а не, например, вот этот Р1. Он, конечно, тоже классный, но его я уже видел на своей прошлогодней вылазке на линию Кривандина-Рязановка. А что думаете вы? Пишите в комментарии, согласны ли вы с тем, что это видео стоило того, чтобы выйти на безымянной платформе за 25 километров до Смоленска. Я не просто так вышел здесь. Дело в том, что на следующем перегоне уже примыкает электрифицированный главный ход, а летать среди проводов мне сегодня не хочется. Еще на главном ходу в это время совсем нет электричек, так что иду 2 километра на автобус. Да, времени еще 12 только.
Когда я все это планировал дома в сухом и теплом кресле, идея подождать 3 часа автобус почему-то казалась более адекватной. Блин, резина зимняя шумит. С 27 лет будем ехать. Клёво. А тебе сколько лет? 28. Я бы сказала, что меньше. 28. Да. Ну, извини, это уже возраст. Для мужчины нормальный. Уже не мальчик. Довольно. Спасибо добрым людям, я на объездной из Смоленска. Продолжаю тянуть трубу, но людям на Лексусах и Infiniti это все, конечно, гораздо менее интересно. Местность холмистая, немного болотистая. 30 августа уже осень. Хочется назвать Смоленскую область маленькой Шотландией. Дошел до зоны, где ловит Яндекс Такси, вызвал, и теперь он едет точно по той же дороге, по которой мне пришлось идти пешком. Вечером я сяду в белорусскую электричку, и за проезд нужно будет платить наличными белорусскими рублями. А в Смоленске, несмотря на то, что это ближайшая граница крупный город, ни один банк, даже Сбер, не меняет белорусские рубли. Едем решать проблему на колхозный рынок. Вон там вот будка справа от рынка, там дед сидит на табуретке, меняет. За 1000 наших 30 их. Как доллар когда-то. В школе на уроках литературы нам постоянно рассказывали, что Днепр это великая река. А мы в своей Сибири этому верили. На стену я уже лазил в свой прошлый приезд сюда, поэтому в этот не буду. Да и вообще сегодня рабочий день. Поэтому пойду в ресторан русской кухни, в последний раз трапезничать русской кухни и работать. Долго шли, зноем и морозами все снесли. И остались вольными, жрали снег с кашей березовой. И росли брови с колокольнями. Если плач, не жалели соли вы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем времена меняются. Купола растеряли золото, звонари, по миру слоняются колокола, сбитые и расколоты. Что ж теперь, ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол. Значит, здесь время колокольчика. Зазвенит сердце под рубашкой в торопе. Рассыпной ворон рей, выводи коленных с пристяжкою. И рванем на 4 стороны, но сколько лет лошади не гоны, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы. И давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха не, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай заряжай, поехали!
Наконец-то сажусь в электропоезд переменного тока. Последний раз я на таком ездил, пожалуй, года 4 назад, в свой прошлый приезд сюда. Тогда еще не очень понимал суть происходящего, наверняка даже не заметил высоковольтной шахты посреди моторных вагонов. Тогда попал уже на поезд в корпоративных цветах, хотя, например, вот этот был зеленым до капремонта в 2017 году, когда вот, например, видите, еще и двери в тамбур поменяли. Следующая остановка Ванлярова. Выход из первых 3 вагонов. Осторожно, двери закрываются. Все, прощай, красно-серая ливрея. И отправляюсь в воспетую любителями железных дорог страну, где никогда не заходит солнце, а подвижной состав всегда остается в заводском окрасе. Посадка скончена, будьте осторожны. Двери зачиняются. Наступная станция Осиновка. Орша – криминальная столица Беларуси. Поскольку это крупный железнодорожный узел, и я вернусь сюда еще не раз, важно не поддаваться слухам и сохранять позитивный настрой, создаваемый этими прекрасными синими R9 и DR1. Сейчас могу завтра. Мы все знаем, что Беларусь — это такая машина времени с хлебом за рубль 20, горосполкомами и плиткой из 90-х. Но в Орше эта машина позволяет заглянуть еще и в то ретровейвное прошлое, которого у нашей страны никогда не было.
Может быть, это и есть та самая Россия, которую мы потеряли? Смотри, ведь это наша заря, сотри мои обиды и зля, их мук. Атмосфера в городе, конечно, бодрящая, но я хочу найти ту шаурму, которую видел с маршрутки, поэтому иду пешком через весь город в какую-нибудь гостиницу поближе к вокзалу. Но то, что Яндекс.Карты называли гостиницей, в итоге оказалось вовсе не гостиница, поэтому с позором возвращаюсь в центр на такси.